Всем привет! Сегодня я с вами хочу поделиться и рассказать, как я собирала вот такой квадратный торт в виде электрического шкафа. И рассказать, какие приключения мне были с этим тортом. Небольшие, но все же вот такие, где-то 3-4 задачи надо было решить в процессе, чтобы получился вот такой торт. Мне вот попросили сделать торт по составу «Кудрявый мальчик». Сам рецепт я сделаю отдельное видео, где будет и бисквит, и крем. Подробно расскажу про сам вот этот состав торта «Кудрявый мальчик». И вот начну с самого начала и пройдусь по всяким таким шагам, где с чем сталкивалась, как и что решала. Первое, мне заказали торт квадратный в виде вот такого шкафа. По составу он должен был быть как «Кудрявый мальчик». Это шоколадные коржи и сметанный крем. Конечно, для торта понадобилась квадратная подложка. И торт не маленький. По размеру сам торт должен был быть примерно 40 сантиметров. Но в итоге я его сделала 35 на 35, так как не могла нигде достать нужного размера квадратную подложку. Это первое. По всем магазинам прошлась, по всем интернет-магазинам, и на тот момент нигде не были квадратные подложки вот такого размера. Мне надо было 40 на 40, чтобы подложки были. Или там 35 на 35. Вот нигде не было. Торт надо собирать, надо на что-то класть. И еще, если это торт с велюром, и если это еще торт с нежной начинкой, то, конечно, подложка под торт должна быть очень крепкая. Тут обычный картон не подойдет. И вот нигде не могла на тот момент достать ничего подходящее. В итоге я взяла обычную плитку, вот такую большую плитку, и ее использовала как крепкую подложку под торт. Второе, чтобы собрать торт, надо бортовое вот это кольцо, не кольцо в этом случае, а бортовую вот форму квадратную, чтобы можно было собрать торт с нежным кремом. Если собирать торт с масляным кремом, то можно обойтись без бортовой формы. А если собирать торт с нежной начинкой, которая сама по себе почти такая как жидковатая, вот сметанный крем довольно жидковатый, то обязательно надо, чтобы по бокам был каркас, чтобы крем не выплывал, не уплывал. Можно было собирать бисквит за бисквитом, и все держалось. Моя форма оказалась слишком маленькая, квадратная, у меня есть бортовая форма. И я вот собрала из обычной картоновой коробки, обрезала, подрезала, сделала вот такие бортики. Внутри клала, конечно, ацетатную пленку. Вот собрала квадратный торт, сверху поставила подложку, чтобы торт немного как бы прижимался и хорошо впитался крем в бисквиты, чтобы потом после выравнивания торт не оседал. Немного вернусь к самому составу. У меня тут 4 слоя бисквита, 3 слоя крем. Крем на сметане, сливках и немного крем маскарпоне, чтобы крем был более крепкий и стабильный, чтобы он не был такой жидкий и вообще не вытекал из торта. И так как кудрявый мальчик потом в конце поливается шоколадом и дает вкус такого горького шоколада, в моем случае посыпала каждый слой, покрытый сметанным кремом, посыпала какао-порошком, чтобы было немного вот эта горчинка шоколада. Торт собрала, поставила в холодильник на примерно 10 часов. Торту надо отлежаться, бисквитом надо впитать крем. Торт должен постоять, стабилизироваться, чтобы стал стабильный. На второй день доставала торт, и так как я использовала для бортиков
не металлическую форму, а картон, то немного есть вот неровности. Подрезаю, чтобы торт был ровный, квадратный, и потом промазываю бетонным ганашем. Торт обязательно надо обмазывать бетонным ганашем. Во-первых, это потому, что сам торт нежная начинка. Во-вторых, торт довольно большого размера. И в-третьих, если торт надо транспортировать, его обязательно надо укрепить бетонным ганашем. А если торт покрывается велюром, то тут без вариантов. Он должен быть стабильный, крепкий, нигде, чтобы не прогибалось после покрывания велюра, чтобы не образовались трещины. На этот торт размером 35 на 35 мне ушло 1,5 порции бетонного ганаша. Я оставлю в описании конкретный вес и рецепт ганаша, и оставлю ссылку на бетонный ганаш. Тут я использовала бетонный ганаш на темном шоколаде. Первый слой обмазываю просто, чтобы собрать крошки, а потом второй слой ганаша, чтобы укрепить торт. Когда ганаш застыл, торт покрываю кремом пломбир. Крем-пломбир надо для того, чтобы красиво, ровно выровнять торт. С ганашем будет труднее равнять, он быстро застывает, и остаются всякие вот такие неровности, поэтому для выравнивания я использую крем-пломбир. Третья вот такая как бы не проблема, а задача, шаг, который надо было решить, это то, что выровнять квадратный торт очень трудно. Обычно, чтобы равнять квадратный торт, надо сверху класть подложку такого же размера, какая подложка снизу. Если торт 35 на 35, то подложка должна быть 36 на 36 или 37 на 37. Подложка должна быть на 1-2 сантиметра больше торта. И тогда мы ставим одну подложку под торт, вторую подложку сверху на торт. И между вот этими двумя подложками мы ставим крем, и красиво, ровно получается выровнять торт. Но так как я не могла нигде купить подложки, мне пришлось равнять торт просто так, вручную, проходясь по всем местам, там очень много. Каждый раз прохожусь спатулой, где-то что-то неровно, добавляю крем, опять равняю. Сразу скажу, без подложки выровнять квадратный торт это почти нереально, так как тут у нас не только поверхность и бок, но тут у нас еще 4 угла. Кто равнял квадратный торт, тот понимает. Но кто скажет, что квадратный торт выровнять несложно, тот, я бы сказала, или ни разу не равнял квадратный торт, или в конце просто обсыпали какими-то орехами, как есть вот такие классические домашние торты. Берется по бокам сверху или орехи, или какие-то вот бисквитные крошки. Тогда, конечно, вам не важно, чтобы торт был идеально ровный, чтобы все углы были идеально прямые, потому что никто это не заметит, так как все будет потом покрыто, спрятано. То же самое относится, если торт в итоге покрывается каким-то кремовым декором там, или какими-нибудь различными декорами. Если много декора на торте, и вы как бы, получается, прячете вот эти все неровности, тогда не так важно. Если вы не наносите велюр, тогда тоже не будет так заметно все эти неровности, негладкая поверхность. Но если торт покрывается велюром, то велюр потом выделяет очень вот все вот такие мелкие неровности. Сразу заметно, где что криво. Поэтому квадратный торт с велюром это сложно. Трудно выравнивать еще торт, когда он большой
по размеру. Если бы торт был там 15 на 15 или 20 на 20, когда у вас линейка металлическая или спатула позволяет вот этот размер выравнивать, тогда это еще не так трудно. А так как у меня торт был по размеру большой, и все вот инструменты мне по размеру были довольно маленькие, то мне тут пришлось немного повозиться, чтобы добиться более-менее ровный торт. Ровные углы, конечно, немного в конце можно видеть, можно заметить, что если поставить линейку 90 градусов, то, конечно, это не будет 90 градусов, но плюс-минус мне удалось выровнять торт, более такой ровный, покрыла велюром, все получилось. Следующий шаг, что еще? Я поставила торт на подложку, которая не на подложку, а вот на эту плитку, которая по размеру была 40 на 40 примерно. И в итоге получается, что мой торт не влезает в морозилку. Я его выровняла, и мне его надо заморозить перед тем, как покрыть велюром. Но он не влезает в морозилку. И тогда что я делала? Я поставила торт в холодильник. В холодильник понизила температуру до плюс 2 градуса. Это ниже, чем обычно использую температуру холодильника. И держала там торт, чтобы он охладился. Велюр я подготовила максимально ниже температуру. Я взяла где-то 28 градусов, когда он еще жидкий, но в то же время уже на грани застывания. И в итоге наносила на торт, который просто полежал в холодильнике при плюс 2 градусов. И велюр очень хорошо покрыл торт. Образовалась крошка. И даже мне в этом моем визуальном не надо было такую вот идеальную крошку. Мне даже надо было, чтобы велюр сел вот такой как бы блестящей поверхность, чтобы была, так как металлический шкаф, он не просто велюровый такой с крошкой, а немного такая как бы глянцевая поверхность на велюре, чтобы оставалась. Поэтому, если брать торт из холодильника, то просто велюр используем ниже температуры и покрываем торт. Один слой покрыли, поставили в холодильник, подержали еще примерно там 5-10 минут и наносим второй слой велюра. Если мы наносим слой велюра не один, а там 1-2, чтобы более лучше покрылась поверхность. Надо быть осторожными. Чем толще слой велюра, тем более вероятность, что велюр потрескается. Тут я могу вам посоветовать к велюру добавлять немного растительного масла. Если велюр готовится из шоколада и какао-масла, он в итоге получается очень крепкий. И торт в итоге, если внутри мягкая начинка, он немного может как бы сесть, там деформироваться, и тогда велюр пойдет трещинами. Поэтому к велюру добавляем растительное масло, на 100 грамм шоколада примерно 10 грамм растительного масла, и велюр становится более такой эластичный. Если торт там на пару миллиметров сядет, то велюр сядет вместе с тортом. Он не покроется такими трещинами. Если где-то образуются трещины, они будут более незаметные, чем без растительного масла. И еще, когда мы собираем вот такие торты, какие-то вот 3D-торты, не жалеть бетонный ганаш. Особенно если начинка внутри не на масле, не на шоколаде, а вот такая нежная, мягкая. Без бетонного ганаша торт будет ходить, деформироваться. Где-то полсантиметра, сантиметр толщины должен быть ганаш на большой торт. Если торт надо потом еще транспортировать, то при транспортировке большая вероятность, что пойдет трещины. И вот я собрала торт, покрыла велюром и далее украшала его, придавала ему взгляд такого
электрического шкафа. С кондитерской вот этой насадкой вырезала вот такие отверстия, промазала ганашем и туда ставила диоды. Сверху вот эти кнопки я делала из желе. Рецепт желе я оставлю под видео. Просто использовала вот такие силиконовые формочки для кексов. Туда налила вот желе разного цвета и вот сделала вот такие как кнопки. И в итоге поставила вот на эти диоды. Желе прозрачное, смотрится как вот реальные вот эти кнопочки. Можно эти кнопочки делать тоже из изомальта. Но там будет более сложно. С изомальтом желе гораздо удобнее работать, чем с изомальтом. И вот эту каждую желейную кнопку я еще ставила на черный пластичный шоколад. Еще добавила надписи из сахарной бумаги. И вот такой торт в итоге мне получился. Вот такие небольшие приключения у меня были с этим тортом. Надо было вот решать всякие такие небольшие задачи. Если вначале казалось, ну, торт несложный, но когда кажется, что несложный торт, то всегда где-то что-то пойдет не так. Это так есть с такими как бы простыми, несложными тортами. Каждый новый дизайн – это эксперимент. Каждый торт – это опыт. С каждыми вот всякими такими не проблемами, а вот такими как бы задачами мы открываем что-то новое, мы учимся. Поэтому все, что происходит, происходит на пользу. Вот чтобы приготовить такой торт, мне ушло 3 дня. В один день выпекаются бисквиты. Им надо отлежаться в холодильнике. Второй день торт собирается, бисквиты собираются вместе с кремом, ставится в холодильник, где опять торту надо отлежаться как минимум 5 часов, но лучше 10 часов. И потом на 3-й день только торт можно равнять и декорировать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!